Привет! Как я и планировал, первым девайсом, что мы посмотрим в 2020 году, будут новые беспроводные наушники Feel T1 Lite. Это младшая модель из линейки T1. В октябре 2020 на своем канале я уже рассказывал тебе о наушниках Feel T1 XS, и в том ролике я назвал их идеальными внутриканальными наушниками за $50. Что же, могу с уверенностью сказать, что с того момента пока ничего не поменялось, я до сих пор считаю именно так. Ну а сегодня мы с тобой посмотрим, на что способна версия Lite за свои $35. Итак, перед тобой классический комплект поставки. В белой коробке из простого тонкого картона лежит кейс с наушниками, руководство пользователя, комплект сменных амбушюр и кабель для зарядки USB Type-C. Качество материалов кейса, а также сама упаковка так и кричат о том, что в руки тебе попала именно бюджетная версия гарнитуры. Такого эффекта вау, что я испытал в модели XS, здесь нет, по крайней мере от зарядного кейса точно. Это обычный матовый черный пластик, который похож по качеству на таковой в QC-White 5 сериях и наушниках от Halo линейки GT. Никаких кнопок активации как внутри, так и снаружи корпуса нет. На передней стороне красуется одинокий статусный светодиод состояния, а на задней под петлей расположили гнездо для зарядки. Габаритные размеры кейса по длине, ширине и высоте составляют 66 на 25 и на 30 мм соответственно. Визуально он очень похож на таковой в модели T1 XS, только не облит глянцевой краской. Вес зарядного кредла с наушниками внутри получается всего 38 грамм, а без них 29. Габариты и формы самих же наушников в этой модели очень напоминают таковые в старшей версии линейки Feel T1 Pro. Звуковод имеет немного удлиненную форму, оттого посадка в ушах здесь просто изумительная. Да и комплектные амбушюры очень порадовали, они мягкие, эластичные и подойдут, наверное, 99% пользователей. Как и свойственно бюджетной модели, пластик здесь также применили попроще. В наушниках отсутствуют датчики автопаузы, а управление по-прежнему сенсорное, и его возможности из коробки можно расширить путем подключения фирменного приложения. Ничего не поменялось и с набором жестов. Двойной тап по любому из сенсоров в момент проигрывания музыки отвечает за плей-паузу, а во время входящего звонка по данному действию можно ответить на вызов или завершить разговор. Одинарный тап по правому наушнику переключает трек вперед, а тройной назад. Те же действия по левому отвечают за управление громкостью. Одно касание в плюс, 3 в минус. Вызвать голосового ассистента можно, удерживая сенсор в течение 2 секунд на любом из наушников. Вообще, что касается приложения, то его функциональность для этой модели немного урезали, особенно по части настройки звука. Оставили только быстрые пресеты, а ручной эквалайзер с множеством надстроек, какие были доступны в старших версиях, убрали. Из коробки звук в наушниках настроен на 80%, и по-хорошему этого более чем достаточно. Если же сделать громкость максимальной, то слушать музыку становится даже некомфортно. Наушники очень громкие. А вот с качеством самого звука чудес ожидать не приходится. Здесь я могу однозначно сказать, что в Feel T1 XS звук приятнее. В версии Lite очень сильно преобладают высокие частоты, особенно если слушать музыку громко. Программный пресет помогает прибавить немного баса, а вот середина практически не меняется ни в одном из трех положений быстрых надстроек. Она немножко утоплена вниз, но с басом при этом не перемешивается. Должный объем присутствует, и на этом уже большое спасибо. Тем не менее, в целом сказать, что наушники Feel T1 Lite звучат плохо, я не могу. Они по-прежнему держат марку и по звуку все равно хороши, несмотря на излишние верха. Помимо всего прочего, меня удивила и очень порадовала автономность. Как обычно, я проверял ее на 100% громкости, на которой, я повторюсь, слушать смогут далеко не все. И вот при таких раскладах наушники отыграли целых 5 часов и 54 минуты. Прекрасный результат, учитывая все условия. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают микрофоны в этой модели наушников. Проверяем работу микрофонов в наушниках Feel T1 Lite. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду по традиции открывать окна, создавать максимум шума вот так вот сквознячком, ветер не сюда задувает. И, собственно, вот так отрабатывают шумодавы в таком сценарии использования в этих замечательных наушниках. Ну а теперь второй тест с печкой. Сейчас по максимуму ее врубаю сразу же на максимум делений. Выставила, она потихоньку сейчас будет добавлять шума, пока вот не приблизится к максимуму выдува. И вот такой вот шум сейчас стоит в машине. И в принципе вот так вот ты можешь слышать, как отрабатывают шумодавы при таком сценарии использования. Допустим, если ты зимой захочешь обогреться в машине и вдруг кому-то набрать с этих наушников. И вот так работают здесь микрофоны. Проверяем работу микрофонов в наушниках Feel T1 Lite. Вот таким образом они звучат на улице. Заодно совместил с шапочным тестом. Вот так они в шапке нифига не давят, все хорошо.
И, собственно, вот так вот звучат микрофоны в этих наушниках в условиях, собственно, уличных. Здесь у нас парк, и гуляют дети, какая-то музыка играет на фоне, так что не знаю, как будет слышно, уже вы слышите это все на монтаже. Ты сейчас это уже слышишь прямо в ролике. Подключение наушников к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Никаких светодиодов на самой гарнитуре нет и ничего не мигает. Интерфейс связи здесь Bluetooth версии 5.2. Конечно же, я не имею возможности проверить качество соединения непосредственно по данному протоколу, но в моем новом Poco X3 NFC установлен модуль 5.1, что немного приближает меня к современным реалиям. И тут могу сказать, что за все время использования гарнитуры отвалов соединения у меня ни разу не происходило. Наушники имеют очень стабильный сигнал и прекрасно работают, даже имея на своем пути препятствия в виде двух стен и перекрытия второго этажа в деревянном доме. Несмотря на бюджетную направленность, не забыли здесь и про развлечения. На третьей вкладке приложения можно выбрать один из 3 режимов работы наушников. В зависимости от сценария использования здесь есть игровой режим, режим прослушивания музыки и режим просмотра видео. Свой игровой тест я, как обычно по традиции, проводил в PUBG Mobile, ведь это одна из немногих игр, которая в целом хорошо оптимизирована для работы с ТВС наушниками. И непосредственно задержка в игровом режиме в моем тесте в момент матча составляла примерно от 80 до 100 миллисекунд. А вот при просмотре роликов на YouTube лично я вообще не услышал ни малейшего отставания звука от видео. Таким образом, могу тебя уверить, что данные надстройки здесь рабочие. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. В целом за свои 35 баксов наушники получились довольно годными, особенно по части автономности и уровня максимальной громкости. Фирменное качество звука Feel здесь также присутствует в полном объеме, хоть и с небольшим уклоном к верхам. И вот чтобы звук был более-менее ровным, лично я рекомендую слушать музыку в этих наушниках максимум на 80%. Поверь мне, такого уровня тебе будет более чем достаточно. Так что, как по мне, Feel T1 Lite получились таким хорошим бюджетным вариантом без лишних наворотов, которые я могу смело рекомендовать к покупке, особенно если тебе очень важна автономность и хороший звук. Но разумеется, окончательный выбор остается как всегда только за тобой. Я лишь рассказал сегодня, что можно ожидать от покупки этих наушников. Ну и на этом, как ты понимаешь, на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.